Биткоин у нас представлен на 4-часовом таймфрейме. И что же мы с вами в принципе видим, что же произошло у нас за прошедшую неделю. После того, как биткоин все-таки пробивал вниз 112 тысяч, где я пытался его поймать, неудачно немножко, где меня отстопили на уровне 108 600. Далее биткоин опустился у нас также на локальный уровень 107 500 в зону стопов лонгистов. Здесь это все указано. И ювелирно заколол эти уровни, тем самым сняв стопы лонгистов. После этого последовала реакция. В принципе, логично, биткоин после высадки лонгистов стал расти. И теоретически вроде бы как, ну и практически мы пытаемся вернуться опять в свой прежний диапазон 110-120 тысяч. Вроде бы пытаемся зайти, но постоянно отсюда биткоин скидывают и не дают по-хорошему вновь пробить локальное 112 тысяч вверх. На данный момент мы даже не смогли подойти к локальным хаям на уровне 113 440, и отсюда биткоин в принципе скинули. Но время сейчас как раз такое, что начинает торговаться американская фонда. То есть до этого весь день торговались без Америки, будний день, пятница, а вечерка уже в присутствии американских трейдеров. Соответственно, что может быть? Трейдинг — это вероятностный сценарий, вверх либо вниз. И теперь будем также рассуждать, куда мы пойдем, вверх-вниз. Вверх мы пойдем, например, когда сейчас здесь протопчемся чуть выше 100, покажем тем самым нормальное закрепление выше этой границы, выше этого круглого уровня. Протопчемся здесь немножечко и немножко позапилившись, например, выходные, да, суббота, воскресенье, мы можем пойти наверх. Опять же, здесь накопятся на уровне 113 400 стопы шортистов. Это вот краткосрочники, кто набежал вот только-только увидев данный пролив. Пробьем эти стопы, также немножечко сделаем ретест, проторговочку небольшую. И дальше полетим на уровень сначала 117 400, потому что здесь у нас с вами есть локальный хай, за которым уже стоят стопы шортистов, которые, скажем так, с конца августа его шортят. Уже как 2 недели, можно сказать. Также нужно нам пробить этот уровень, потому что все вот это, все эти плотности, это есть сопротивление. Мы эти сопротивления должны пробить, и только тогда едем на следующий уровень, круглый 120 тысяч. Нам в идеале бы его также пробивать, и только потом идти на обновление исторических максимумов очередных. Это прям супер позитивный, супер лонговый сценарий, какой может быть на биткоине. Всегда, конечно, еще есть третий сценарий. Это сценарий в бок, когда будет очень жесткая пила, когда флэт, когда никто особо не зарабатывает, кроме опционщиков, которые продают дальние концы. Но мы сейчас не об этом. Мы именно про активный трейдинг, скажем так, про торговлю биткоином, ну и в целом про торговлю криптовалютой. И кто бы что ни торговал, надо в любом случае учитывать, что все всегда ходит только за биткоином. В какую сторону пошел биток, в ту сторону и пойдет 99,9% криптомонет. Это позитивный сценарий. Негативный сценарий у нас будет, если мы снова на импульсе пробиваем круглое 110, как это было у нас 29 августа. И также внизу мы закрываемся. В идеале не только 4-часовики, не то что в идеале, точнее, для подтверждения пробоя круглых 110, это нам надо как минимум дневками закрываться под этим уровнем, как минимум проторговку здесь также делать в несколько дней, и только потом все-таки падать уже конкретно на такой, сказать, промежуточный уровень. Опять же, мы с вами его давно строили, это уровень 105 тысяч, протоптаться под 10, и теперь стопы лонгистов, которые, опять же, такие краткосрочные, вот под этим уровнем, который только-только закалывали, 107 500. То есть здесь плюсом еще добавятся стопчики, хотя и здесь в принципе их сняли, но у кого-то тютелька в тютельку стоп стоит на уровне, а у кого-то за ним там на 500, на 1000 долларов. Я обычно всегда чуть за уровень ставлю стопы свои. Если уж тебя и за уровнем стопануло, то значит все это точно не в твою сторону идет цена, как и случилось в принципе на выносе меня по 108 600. Соответственно, можем либо сразу от 110 резким импульсом упасть на 105, как я опять же писал в своем телеграм-канале. До 105 это еще куда не шло. Если мы дойдем, то со 105 и до 100 круглых, вот цена там-то уже пролетит точно со свистом, потому что там нет ни одного локального минимума, за которым бы трейдеры могли поставить свой стоп. То есть ближайший стоп трейдеры ставят за уровнем 99 670, 99 700 можно сказать. Также если мы с вами переключимся на дневной график,
то там более наглядно мы с вами увидим, как все эти уровни отрабатывают. То есть видим мы закол 107-400, видим пробой 112, ну и там выше чуть-чуть 112-700, пробой с ретестом, немножко подзапилили 110, уходили вниз, сейчас пытаемся вернуться, вроде бы одна дневная свечка закрылась ниже, вторая пытается улететь наверх, закрыться выше. Вот на данные все-таки свечки нам надо сейчас в ближайшие дни ориентироваться, где мы будем закрываться над уровнем, либо под уровнем, и будем ли мы показывать проторговку. А так, в принципе, вот на дневках эти уровни тоже отрабатывают. Те, кто активно торгует, нужно в любом случае сначала смотреть на дневку, а потом уже принимать решение на 4-часовиках. На данный момент мы с вами, как и всегда, в принципе, определили два сценария движения цены, либо вверх, либо вниз. Третий сценарий — это, конечно, всегда в бок, но мы его с вами не рассматриваем, потому что в боковике торговать смысла вообще никакого нет, вас только распилит и деньги вы потеряете. На этом, я думаю, включение еженедельное можно заканчивать. Всем удачи, всем пока.